Все, кто заходит, всем привет, большой привет. Сейчас будем свечку зажигать, чтобы был хороший эфир. Ой, сегодня синяя. В этот раз красная была. Последняя, кстати, свечка. Я так посмотрела, для этого эфира как раз осталась одна. Пусть горит. Чтобы эфир хорошо у нас шел, свечку мы зажгли. Сегодня пораньше эфир, поэтому все подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить эфиры, когда они вот так вот не по времени, так сказать, выходят. Анна Баирова, здравствуйте. Сейчас я закреплю ссылку, чтобы не забывать. Давайте будем смотреть подсказки. Анна Баирова у нас самая первая. И смотреть подсказки. Для Анны Баировой. Первая подсказка такая. Настройтесь на удачу. Так, настройтесь. Вы не можете настроиться, видите? Настройтесь на удачу. Как бы тяжело не было, да, настройтесь все-таки. Может быть, вы уже не верите. Настройтесь на удачу. Для Анны Баировой подсказка. Мечтайте и направьте свои финансы в эту сторону. Финансы направьте. Ничего себе, такой подсказки, кстати, еще не было ни у кого. Откладывайте, если вам нужны деньги там на поездку, на билет, не знаю, на обучение, на мечту. Добрый вечер, Аннет. Добрый вечер, Ирина. Для Анны Баировой смотрим подсказка. Не будьте идеальной, будьте собой. Будьте собой. Так, следующее. Для Анны Баировой смотрим подсказка. Остановись, перестань строчить сообщения, перестань следить, перестань зацикливаться на этом человеке. Просто остановись. О ком-то вы много думаете и сливаете туда энергию, кстати. Вот не знаю, что это, кто это. Это, мне кажется, может быть не только мужчина, но и женщина. О ком-то вы много думаете. Думайте о себе. У вас надо деньги на мечту, на свою. Послание из будущего сейчас. Для Анны Баировой послание из будущего. Посмотрим. Эти трудности временные. Скоро все наладится. Наберись терпения. Скоро все наладится. Наберитесь терпения. Ничего себе, как громко. Громкость решила поправить. Да, ничего себе, как пикнула. Так, для Аннет подсказки. Потом для Ирины посмотрим. Благодарю вас, Анна Баирова, что забежали на эфирчик. Ставьте лайки, девчонки. Мне будет приятно. Для Аннет смотрим подсказка. Для Аннет. Рискните, чтобы воплотить новые идеи в жизнь. Рискните. Сделайте это. Так, у меня чуть телефон не упал. Как-то его надо поставить, но места нет. Так. Для Анны подсказка. Ой, маленькая колода говорит, что не сегодня. Нет, не сегодня. Ну, значит, у вас все хорошо. Тут как бы ничего и не нужно. Ничего менять, ничего говорить. Вы знаете все сами. Для Анны подсказка. Целый мир в ваших руках. Целый мир в ваших руках. Здесь весь мир перед вами открыт. Новые возможности. Новые горизонты. Для Аннет подсказка. Приятная компания. Проведи свое время с теми, кто этого стоит. Не трать его попусту. Окружи себя людьми, которые зажгут в тебе огонь. Которые зажгут в вас огонь. То есть, которые поддерживают вас, понимают. С которыми вам хорошо.
Для Анет посмотрим послание из будущего. Прислушайся к совету близкого человека. Он прав и желает тебе добра. Такой красивый человечек у вас. Попугайчик. Так. Спасибо, Анет. Давайте для Ирины будем смотреть. Для Ирины подсказка. Следите за поступающей информацией. Какая-то информация будет очень важная, поэтому прислушайтесь, что вы будете слышать. Кто-то вам что-то, может, скажет. Да, благодарю вас, Анет, тоже. Спасибо, что на эфирчик забежали. Так. Ой, тут как выскочила? Выскочила она. Ирина, не стоит соблазняться, к хорошему это не приведет. Так, но это выскочило, я еще не вытаскивала сейчас. К чему это, я не знаю. Для Ирины еще одна подсказка. Вы слишком напряжены, пришло время отдохнуть. Найдите время для отдыха. Для Ирины смотрим подсказка. Не ищите никогда никому никаких оправданий. Если человек так поступил, значит, он так хотел. Вот это да. Вот это так и есть. Для Ирины смотрим подсказка. Следи за языком. То, что вылетает из твоего рта, влетает в твою жизнь. Просто закрой свой рот и послушай. Очень хочу отдохнуть, но даже сейчас работаю. Ничего себе! Вам нужно найти время на отдых. Как-то вот нужно это сделать. Договоритесь там как-то. Подумайте. Для Ирины послание из будущего. Ой, здесь как-то выбор у вас, видите? Ты уверен, что выбрал правильную дорогу? Что ждет тебя в конце пути? Здесь как будто вы можете выбирать. Здесь какие-то варианты у вас или есть, или будут. И от того, какой вариант вы выберете, будут какие-то определенные изменения. Вот. Так что так. Давайте 10 посланий сделаем. Сейчас я напишу здесь внизу 10 посланий. Будет общий расклад. 10 посланий из будущего. Можете выбрать от 1 до 10 любую циферку. Буду следить за словами. Да. То есть говорите больше не о том, что у вас нет, а то, что вы хотите, чтобы у вас было. Вот как бы вот здесь так вот насчет слов. То я знаю, так люди говорят, что вот они не хотят, чтобы это с ними случилось, а потом это случается. Но так говорите о другом, говорите о том, что вы хотите, чтобы с вами случалось. Тогда будет случаться. Давайте вот на этой колоде послание из будущего загадывайте от 1 до 10 любую цифру, можете несколько загадать, будет вам послание. Кто загадал 1, смотрим. Не нужно оставаться с тем, кто разбивает твое сердце. Дари свою любовь только тем, кто этого достоин. Видите, если кто-то делает вам больно рядом с вами, если есть такие люди, которые вас не ценят, делают больно, то как бы и не надо с ними общаться. Держитесь подальше, берегите свое сердечко. 2 смотрим для вас. 2 послание из будущего. Мысли масштабно. Не бойся мечтать о великом. Возьми блокнот и запиши 100 своих самых смелых желаний. Главное, не ограничивай себя, даже если сейчас тебе кажется, что это невозможно. Видите, возможностей много. Позвольте себе помечтать. 3. Ой, 3. Эта ноша слишком тяжела для тебя, ты не обязан ее нести. Вы что-то на себя взгромоздили, видите, какие-то обязательства. Вы считаете, что вы должны, вам нужно, а вам, может быть, это и не нужно вообще, и никому нужно-то, может, это и не вам. 4. Не нужно казаться тем, кем не являешься. Ты лучше, чем ты о себе думаешь. Цветок не соревнуется с другими цветами, он цветет для себя. Вот. Будьте собой, в общем.
Никому ничего не нужно доказывать. Пятерки. Пятерки. Перестань искать себя. Создай. Расслабься и представь идеальный образ себя. Детально и максимально конкретно. Где живешь, кем работаешь, что носишь, чем пахнешь. Чего тебе не хватает, чтобы стать твоим идеалом. Начни создавать себя прямо сейчас. Прямо сейчас. Накрасили губки и вперед. Шестерки. Шестерки. Ты забыл что-то важное, ты еще успеешь все исправить. Вспомните, что вы забыли. Кому-то сообщение отправить, что-то там кому-то позвонить, что-то сказать, что-то сделать, запишите. Не забудьте. Семерки. Семерки. Если ты ждал знак от Вселенной, то это он. Действуй. Семерки, видите, вам говорят, что пора действовать. Не ждите, хватит ждать. Восьмерки. Восьмерки. Ты никому ничего не должен. Ты взрослый человек и сам строишь свою жизнь. Вы свободный человек, взрослый. Можете сами решать, принимать решения. Девятки. Сделай сюрприз близкому человеку. Он нуждается в твоем внимании. Сделайте сюрприз. Десятки. Ой, десятки, прислушайся к совету близкого человека. Он прав и желает тебе добра. Прислушайтесь, кто-то желает вам добра, кто-то рядом с вами. Всего самого доброго, успешного, позитивной недели, говорит Ирина. Ирина, вам тоже хорошей недели. Спасибо, что пришли на эфирчик. Тоже вам всего самого хорошего и доброго. Так, послание посмотрели. Давайте посмотрим общий расклад. Что делать, чтобы неделя была хорошая, и что не делать, чтобы неделя была хорошая. 3 позиции будет. Что делать, чтобы неделя была хорошая, и что не делать. Первая позиция. Что делать, чтобы неделя была хорошая? Нужно думать о себе. Нужно делать то, что вы хотите. Я бы даже сказала, ни с кем не делиться тем, что вы любите. Прислушиваться к своей интуиции, контролировать свои эмоции. То есть слишком там не ругаться, не нервничать, не болтайте лишнего, будьте открыты всему миру, общайтесь со всеми по-дружески, да, но в то же время общайтесь так, чтобы выгода была только ваша, то есть чтобы вам было хорошо, здесь как-то так, чтобы вам было классно, с позиции того, что я хочу, вот и это получаю. Что вам не нужно делать, вам как будто не нужно сейчас сотрудничать ни с кем, идти на компромисс не нужно. То есть вы получаете свое «я», то, что я хочу, а кто-то что-то другое хочет, это не ваше дело. Как бы вот. То есть пока что вам не нужно коммуницировать и соглашаться на предложения каких-то людей, которые, возможно, захотят с вами сотрудничать. То есть вы можете выслушать, но решение не принимайте, как бы не вкладывайтесь пока что, не вкладывайтесь. Вы пока прислушивайтесь, приглядывайтесь, делайте так, как вы хотите. Но пока вообще дело не начинайте. Да, карта выпала, потому что не получится то, что вот вы сейчас на этой неделе захотите сделать с кем-то вместе сообща, или какое-то дело, или даже союз какой-то, но не стоит, не получится. Делайте пока на этой неделе то, что вы хотите. То, что другой человек хочет, ну и пусть хочет, как бы. Пока что не время, потому что все может разрушиться и пойти не так. То есть вы можете расстаться, дело может прогореть, что-то такое. Вот, пока что не те энергии, видимо, не время. Двоечки. Что нужно, чтобы неделя была хорошая, что не нужно, да? Ну, здесь как-то, знаете, нужно закрываться. Я не знаю, почему, что за неделя. Здесь нужно очень обдумать много разных дел, много у вас мысли в голове, то, что вы хотите сделать, реализовать, накопилось, хочется. Но здесь как будто вы ограничены, вы себя ограничиваете. Не ограничивайте себя. Все ограничения у вас только в голове. Вот, что, вам сейчас не нужно как будто рассказывать о своих идеях, вот, о своих мыслях, идеях, о своих планах, то, что вы хотите реализовать. Не рассказывайте никому. Здесь как будто нужно держать язык за зубами. Вот. Поэтому
все хорошенько обдумать. И пока что не действовать. Пока не действуйте. Что нужно, что не нужно делать. Не нужно быть добрым со всеми, находить там подход к каждому, в зависимости от того, какой характер от человека, да, там находить к нему подход, нежность. Никакой нежности, ничего такого не показывайте. То есть этого делать не нужно. Я не знаю, почему такая неделя, но вот у вас так. Вот. Вам нужно как-то разобраться в своих мыслях и никому об этом не говорить. Здесь как будто людям надо побыть наедине и понять, что все возможно и что не нужно себя ограничивать. И не нужно рассказывать о том, что вы хотите, чтобы никто другой не смог, знаете, воспользоваться этим в своих целях потом как бы вот. Сказанное вами может обернуться против вас, то есть не нужно. Троечки, что делать, чтобы неделя была хорошая, что не делать, чтобы неделя была хорошая. Что делать, чтобы неделя была хорошая? Нужно, здесь какой-то кайф просто, кайфовать. Нужно заботиться о себе, нужно быть свободной, независимой, никому не прислушиваться, кроме себя. Нужно выполнять свою работу хорошо, так как вы это умеете, на 5 с плюсом, на отлично, да. Но лучше вас никто не сделает, делайте то, что вы делали раньше. И думайте только о себе. Вы должны быть в приоритете. Ваши желания, ваши потребности, как бы вот, не зависите ни от кого. Здесь как-то вы на первом месте. Ваши финансы, ваши желания, да. Что не нужно делать, не нужно принимать резких решений, не нужно слушать какого-то такого мужчину, как будто, ну, холодного, который, возможно, захочет вас чему-то поучить, да. Вы должны быть свободны. Не нужно вот, никакого контроля не должно быть. Если будет контроль, то не ведитесь на это. Вот. Никто вас не должен контролировать. Не нужно ругаться ни с кем. Знаете, нужно мягко делать свое, как бы вот, что вы считаете нужным. И не принимайте пока никаких вот резких решений, не ограничивайте себя. Как будто делайте то, что вы делаете. Смотрите, чтобы никто не мог на вас давить. Да, вот тут, видите, если кто-то будет настаивать, да, давление какое-то, вы отстаиваете свою позицию, ему не надо, не лезь в мой огород со своими там правилами, типа, о, будешь дома у себя там командовать, а у меня не стоит, как, ну, тут так вот. Так, куда бы вас, чтобы вы у меня лежали аккуратненько. Вот, жарко. Гульшат, добрый вечер. Можно подсказки, да, на всех колодах. Сейчас посмотрим. Для Гульшат. Смотрим. Подсказка. Следите за знаками, которые подает вам Вселенная. Какие-то знаки будут вам подаваться. Может быть, во снах, может быть, вокруг что-то будет происходить. Подумайте, задумайтесь, что это значит. Везде будет смысл какой-то. Аннет, я отправил донат. Я посмотрю, да, сейчас Гульшат посмотрим, потом посмотрим донат. Так, для Гульшат смотрим подсказка. Так, сейчас мы настроим эту камеру. Природное обаяние – это то, что точно сработает в данной ситуации. Будьте обаятельны. Улыбайтесь. Будьте милой. И как-то легче пойдет что-то у вас. Для Гульшат подсказка. Относитесь ко всему проще. Еще чуточку проще. Вот еще проще. Вот еще проще надо. Для Гульшат. Для Гульшат. Смотрим. Подсказка. Могут случиться неприятности. Положись на помощь друзей и близких. Видите, вас предупреждать, что что-то может произойти такое, что вам не очень понравится. Но друзья и близкие вам помогут. Просто нужно будет попросить их о помощи. То есть все решится. Вам просто говорят, что ну как бы будет что-то, ну не переживай. Тебе помогут те, кто рядом. Ну, пакет с магазина понесете, он развалится, и вам помогут его собрать. Ну, я не знаю, поймете сами, да? Для Гульшат послание из будущего. Ты на верном пути, твой план верный, ты достигнешь успеха. Гульшат, вы на верном пути. Так что спасибо. Ставьте лайки, шмайки. Спасибо, что пришли на эфирчик. Сейчас донатик посмотрю.
то нет никакого звука, да, то сразу несколько. А потому что тут 2 донатика, оказывается. Сначала Валерия пришла, а потом Анет. Донатики пришли. Сейчас буду смотреть. Сначала Валерии вопрос. Приятное событие ноября. Приятное событие ноября. Смотрите, в карьере что-то пойдет классное, вы что-то получите. Валерия, что-то в ноябре будет такое, чему вы будете очень-очень сильно радоваться. Но я подумала про карьеру сначала, когда вытаскивала эту карту, поэтому, возможно, эта радость будет касаться карьеры. Что-то вы получите такое, вы будете довольны, будете праздновать, радоваться. Не знаю, что это. Кубик, добрый вечер, да, отправил донат. Это, может быть, касается... Нет, не повышения зарплаты. Что-то такое. Чего это касается? Как будто вы чего-то очень хотели. Видите, я спросила, это повышение зарплаты? Нет. Но здесь что-то по работе, то, что вы очень-очень хотели, наконец-то вы это получаете. И как будто это открывает вам дорогу к будущему, к тому, чего вы мечтали, хотели. Вот как будто вот что-то такое получаете, что очень-очень сильно хотели. Ну, прям будете радоваться в ноябре. Ну, в любви пока ничего такого не предвидится. Будет знакомство, да, но не скоро, не в ноябре. Не в ноябре будет у вас знакомство какое-то. Новый человек придет в вашу жизнь. Вы его не знаете вообще абсолютно. Да, старый останется старым, это новый человек. Для чего он вам дан? Вот он сам вышел. Для чего он вам дал? Он не скажет. Он говорит, я приду и все узнаешь. Для чего я дан тут? Для чего же? Да, он, знаете, для чего придет? Для того, чтобы ваше разбитое сердце залечить. Видите? Чтобы вот выбрать вас. У вас был такой опыт, возможно, что вас не оценили, не выбрали, да? И он придет для того, чтобы вот отвлечь вас от дурных мыслей, чтобы провести классное время вместе, да, чтобы вот залечить ваше сердечко. И чтобы вы поняли, что счастье все-таки возможно в этой жизни. В этой жизни счастье есть. Да, и вам придется делать выбор, выбор в любви, в отношениях. Вы вот будете выбирать, вы выберете его или нет. Тут как бы по любви будете, по чувствам. Чувства будут к человеку. Но не в ноябре, это попозже. Ну вот по здоровью все решить сможете. Видите, здесь, если пойдете к врачу, там будут незначительные какие-то, возможно, у вас вопросы. И если только что-то будет по здоровью, то что-то там выпишут вам попить, и все пройдет. Ну, как бы такое, может быть, там или простуда, да, одеваетесь тепло, там, или кашель, да, будет горло немножко так резать. Ну, просто попьете такие вот витаминки, вам выпишут что-то, какое-то лекарство, и как бы вот. Ну, приятные события, смотрите, у вас здесь ничего такого нового не произойдет, но будут какие-то вечеринки с девчонками, да, с подружками, которые вас наполнят, вы просто будете кайфовать, вам будет классно. А я еще спросила какие-то, если события, то тут ничего такого, ничего необычного. Так, сейчас на другой колоде еще посмотрим. Просто будете наполняться, когда будете встречаться там с девчонками, с друзьями, коллеги по работе тоже сюда. Вот, будете общаться. А так никаких таких изменений существенных-то. Приятные события. Как будто будет время отдохнуть. Как будто будет время отдохнуть, найдете время провести там время с друзьями, да, но чего-то будет не хватать. Это тоже хорошее событие, да. Будет вот на другой колоде здесь тоже будет время отдохнуть, наконец-то вы выберетесь.
А вот чего вам будет не хватать. Но вам будет не хватать, что мечта-то у вас есть. Когда же она сбудется? Все хорошо, время с друзьями тоже классно, отдохнуть тоже классно, но вот хочется, чтобы мечта все-таки осуществилась. Какую-то мечту загадайте на Новый год желание, какая-то вот мечта у вас есть. Напишите письмо Деду Морозу, да. Какая-то мечта, и тут еще не показывают, когда она сбудется, что там, не показывают. Здесь как будто несколько вариантов есть. Да, несколько вариантов развития событий к вашей мечте. Здесь нужно будет побороться, доказать, что вы все-таки хотите. Смотрите, человек какой-то придет в вашу жизнь, опять же показывает. Возможно, может, вы хотите с кем-то отношений, чтобы у вас были отношения, когда человек вас любит и понимает. Здесь как будто нужно будет, какая-то ситуация может быть перед тем, как получить то, что вы хотите. Как будто такая проверочка придет, да, и вас как будто спросят, действительно ли вы этого хотите, или как бы вот вам и так нормально, да. Вас как бы спросят, и вы скажете, да, я хочу. Он скажет, ну хорошо, ладно, давай. Нужно будет подтвердить свои намерения, что вы хотите этого, что вот это вот ваша мечта, она как бы, вы движетесь, вы остаетесь верны ей, да, что ничего другого вам не нужно, что нужно только то, что вы хотите. То есть, если что-то будет другое предлагать, вы там скажете, нет, нет, мне нужно только вот это. Вам скажут, ну все понятно. Если вы откажетесь от того, что вам не нужно, видите? Вы будете в разных энергиях, кстати, преобладать. Разные энергии будут в зависимости от ситуации. Если будут какие-то тяжелые моменты, да, когда вот, например, нагрузка большая, вы будете уставать, вы сможете решить эту проблему, кстати, несколькими способами. То есть, если какой-то затык будет где-то, вы подумайте, потому что несколько способов решения будет. Вы сможете или поделиться вот этим, вот вам кто-то поможет, придет на помощь, да, несколько, как бы вы сможете решить любую проблему вообще несложно. Несложно будет. Найдете подход к людям, вам и энергия дается на то, чтобы все решить. И денежки сможете подкопить на будущее, на что-то там. Здесь вот так вот получается. Вот. Еще вам что-то нужно знать? Ну, нужно знать, что все-таки будет в жизни стабильный человек с денежками. Если вам это важно знать, то что он будет стабильный, и он будет с деньгами. Не переживайте. Деньги у него будут, подарки сможет вам дарить, сможет обеспечить вас, как бы семью, все нормально будет, если финансы вам важны были. Вот. Так что финансово будет обеспечен, сможет заработать и обеспечивать и вас, и себя. Вот. Здесь так. Давайте посмотрим подсказку на ваш вопрос. Для Валерии подсказка. Рискните, чтобы воплотить новые идеи в жизнь. Рискуйте, если что-то такое будет, какие-то возможности. Не отказывайтесь. Вот, спасибо вам, Валерия. Благодарю вас тоже, благодарю. Давайте для Анет посмотрим теперь вопросик. Ставьте лайк, кто заходит на эфир. Если нужны подсказки, пишите подсказка. И тогда будем смотреть подсказки вот на этой колоде. На какой-нибудь ваш вопрос. Так, смотрим для Анет. Его мысли о вас. Он много думает об этом. Вот смотрите, то, что вы общаетесь, да, без лишних слов, тоже он это чувствует или нет, или сомневается. Знаете, он сомневается. Он чувствует, да, он это чувствует мысленно, он много думает об этом. Он чувствует, но он все-таки не может как бы поверить, что это так и есть. Но как бы он, потому что рациональный мужчина, у него все должно быть, ответ на каждый вопрос, как бы вот четкий. И когда вот это происходит, он не может поверить, для него это тяжело.
понять, что как бы бывает что-то такое, что невозможно увидеть, пощупать и как бы что-то есть. Для него это тяжело. Сомневается он? Нет, я бы не сказала, что он сомневается, он думает о том, что есть что-то такое, что он просто не может знать. Ну вот что-то есть, да, что-то, что ты чувствуешь как это просто ты чувствуешь и все, а ты не можешь это объяснить. Он не то, что он не сомневается, но он не может этого понять. Вот знаете, как вот что это вот, потому что этого не видно, он это чувствует. Он чувствует, что есть интуиция, что это все возможно. Но вот как это все происходит, он не понимает. Ну как это вот возможно? Но это возможно. Ой, его мысли все о том, что он многое хотел бы вам сказать. Очень хотел бы встретиться. Но, видите, ограничения есть определенные, которые, ну, невозможно пока что снять эти ограничения. Очень хотел бы развитие ваших отношений быстрое, чтобы развитие были. Но вот то, что вот не очень быстро, это его, видите, это его замораживает, прям вымораживает, расстраивается. Он бы хотел с вами встретиться и отметить важные события, что-то, какое-то принятие решения. То, чего вы очень хотите. Что-то отпраздновать хотел, вы это знаете, вы это хотите, вы знаете это. Я не знаю, что это за такое приятное событие, он хотел бы отметить. Что-то касаемо семьи, семейных ценностей. То, что сейчас не получается. И уже очень-очень так, уже знаете, уже очень так тяжело держаться, что вот так медленно все идет. Да. Он хотел бы подарить вам свою любовь, свидание, романтику, страсть. Здесь вот такие мысли. Ну, тяжело ему, что медленно развивается вот эта вся ситуация. Но видите, что он хотел бы с любовью к вам приехать. Романтических свиданий хотел бы. Вот это свечи, романтика с вами вместе. Шептать вам на ушко слова любви. Там вот это вот комплименты. Обнимашки, страсть, вот это прям вот такое вот он хотел бы. Любовь, конечно, тут его переполняет, что он думает. Он хотел бы заработать дофигища денег, чтобы сделать вам подарок. Подарок хочет вам сделать. От чего? Он такой, он хочет от чего-то уйти и куда-то прийти. Он хочет уйти от чего? От того, что вы свободная, страстная, независимая женщина, которая, знаете, сексуальная, нравится не только ему. Он хотел бы вот, знаете, перевести ваши отношения, вот, чтобы вы уже были не свободны, а были бы с ним. То есть оформить хотел бы очень-очень сильно ваши отношения. Вот, что вы уже были не свободны, потому что он вас очень ревнует и видит, что вы очень привлекательная, и вы привлекаете взгляды других мужчин. Вот. Говорили на эти темы, интуиция. Он это принимает, да, он это принимает, но он не понимает, как это работает. Он понимает, что есть что-то такое, что невозможно объяснить. Что это есть, потому что он это как бы чувствует, это есть, но он не может как это объяснить, почему это работает, как это работает, вот знаете. Мужчины же, например, разбираются в технике, в машинах, что это работает вот так, это вот делаешь так, будет так, а тут как, вот, ну как тут? Он понимает, что это есть, ну как это работает? Ну вот. Он не знает, как это объяснить. Это необъяснимо. Это вот чисто на ощущениях, на эмоциях. Он через это прошел, он это как бы, поэтому он понимает, что это есть. Но как это работает, он не знает, но работает. Работает и классно. Но насчет интуиции, он доверяет интуиции. Он в это верит. Это все есть.
Он вас полностью вообще во всем поддерживает. Смотрите, как вот семья. Абсолютно во всем. Всегда на вашей стороне. Что бы ни случилось. Видите, вы для него семья. Вас поддерживает. Он вас обожает просто. Тут любовь. Хочет семью, отношения, стабильности. Чтобы вы вместе радовались. Хочет дарить вам радость. Чтобы вы отдыхали вместе. Чтобы во все было хорошо. Что вот много-много радости хочет. Да, видите. Хочет к вам приехать. Хочет исполнить все ваши желания, чтобы вы были счастливы с ним. Здесь такое вот. Что бы он хотел вам сказать, смотрите, что он очень ценит вашу поддержку, то, что вы помогаете ему. Он очень ценит то, что вы его понимаете, что вы готовы выслушать, например. И он также готов для вас. Он очень ценит то, что вы для него делаете. И он тоже готов это делать для вас. Он все готов для вас делать. Ваша поддержка ему очень сильно важна. Вот это он хотел бы вам сказать. Спасибо, что поддерживаете его. Вот. Здесь так. У него в делах все хорошо. Он еще, борьба еще происходит, смотрите. Здесь конкуренция есть. Надо выделяться, надо показать, что они лучше. Здесь еще процесс в самом разгаре. После вот этого будет понятно, будет победа, да, они как бы с проектом будет все хорошо, но здесь нужно доказать это, побороться, доказать, что мы лучшие. Угу. Все будет хорошо с проектом, все осуществится, все, о чем задумали. На работе все будет хорошо, потому что у него все под контролем, потому что он старается, он идет к этой цели. Вот поэтому у него там все абсолютно, что он задумал на работе, о чем он мечтал, у него все будет, все получится. Он как будто видит цель, не вижу препятствия, да. Если я что-то не знаю, я найду того, кто знает. У него вот так вот. Так что все будет хорошо. Сейчас пока период борьбы еще не конец. Еще борьба. Ну вот-вот уже, вот-вот. После этого уже победа. Вот-вот. Вот. В ноябре может, кстати, приехать. Может возможность появиться, приехать в ноябре. Ну, шанс такой. Не знаю, приедет или нет. Борьба тут будет. Ну да, опять же борьба будет отстаивать. Типа, да. В декабре как будто нет. Как будто в ноябре будет шанс приехать. В декабре как будто будет эта шатка-валка. Непонятно, вряд ли. Ой, в январе, наверное, будет что-то на работе. Короче, в ноябре, может, почему-то показывают. Уже скоро настраиваюсь на это, да. Тут судьба, зависит от судьбы. Видите? Ну, время свое придет, это время, и все будет нормально. Не нужно бояться, что все что-то не получится. Он все решит. Видите, все будет стабильно, все будет хорошо. Тут не нужно ни о чем переживать. Здесь мужчина взял все в свои руки. И как бы вам не нужно переживать. Он будет переживать за вас двоих. Вам нужно его поддерживать только. И он за это очень вам благодарен, за то, что вы его поддерживаете. Вот. Ну, это очень-очень важно. Так что здесь так. Здесь еще, знаете, он что-то узнает по работе. Какая-то новость будет по работе у него, которую он не знает еще. Но вот эта новость, она, смотрите, даст, ну, из него сделает мага. То есть что-то он узнает, он еще не знает какую-то информацию по работе. Но то, что он узнает, это ему только в плюс. Дела пойдут быстрее, все решится, сразу все станет на свои места. Здесь как-то так у него будет.
Да, и наконец-то можно будет кайфануть. Что-то такое. То, что он еще не знает, может быть, то, что их проект выберут, или наконец-то там, да, они выиграют тендер или еще что-то, я не знаю, с чем там связано. Он еще этого не знает, но какое-то известие по работе сделает то, что да, мы сделали это, все, езжай куда хочешь, отдыхай. Ну, что-то такое. Он как бы он почувствует, что наконец-то, да, он может все это контролировать, все в его руках. Что-то хорошее будет по работе, да. Давайте посмотрим подсказку. Подсказка по вашему вопросу. Настройтесь на удачу. Настройтесь на удачу. Так что такая подсказка. Ну вот, вас тоже благодарю, Анна. Спасибо, что пришли на эфирчик. Что, кому еще нужны подсказки, пишите подсказка. Давайте будет по одной теперь уже. Вот на этой колоде будет подсказка, если напишите слово подсказка в комментариях. Если кто-то хочет вопросик, там, донатик, напишите, что вы будете отправлять, а то я выключу эфир, и вы не успеете. Вот. Сейчас посмотрю донаты. Всем ли ответила? Нет, еще есть донат. Сейчас будем дальше смотреть. Благодарю вас тоже, Аннет. Для Ольги. Хорошего эфира вам тоже. Спасибо. Что у него в мыслях? Сейчас посмотрим для Оли. Ой. Здесь, знаете, человек как будто не совсем свободен. Как будто у него еще, какие-то есть обстоятельства, которые будут сдерживать его или сейчас сдерживают его от действий. А вот, например, человек хочет, да, что-то сделать. Вот тут у меня такая ситуация сейчас. Он хотел бы действовать, но он не может, потому что как будто вот ситуация такая, что еще в этом другие люди участвуют, и как будто он зависит от других людей. Здесь как-то так. Ну, не знаю, почему так вышло, но сейчас посмотрим. Так. Что у него в мыслях о вас? Что у него в мыслях? Ну, он, смотрите, он считает, что можно с вами построить серьезные отношения, чтобы потихоньку, медленно, наверное, но медленно будет. Очень медленно будет строить отношения, будет вот это вот время узнавания, что там, как там, выяснять будет, какая вы, что вам нравится, что вы любите. Свидание. Будут свидания. Так. В мыслях, что с вами можно построить серьезные отношения. Он хотел бы серьезных отношений, стабильных каких-то вот таких вот. Да, и что эти отношения могут быть честными. Честно он вам может все рассказать. Вы можете у него спросить, он не будет ничего скрывать. То он считает, что отношения должны строиться без обмана. Все как есть. Ничего скрывать он не будет. Вот. Он вас ревнует. Как будто у него нет возможности пока что предложить вам то, что вам бы понравилось. Он наблюдает за вами где-то, возможно, в соцсетях, кстати. Смотрит, что там у вас, да. И он как будто думает о вас, знаете, вот, что вам нужно вот в отношениях вот это, например, вот это. И он пока не может вам это дать. Он как будто сам для себя решил, что пока вот я не могу. Я хотел бы вот так, но я пока не могу как будто это дать. Как будто у него, видите, обстоятельства опять же показывают, что как будто зависит не от него, а что-то его сдерживает. Но тут в основном мысли, видите, и еще что-то у него есть, внутренняя борьба. Борется внутри. Вот внутренняя борьба у него какая-то, чтобы он, видите, он боится, что может пройти опять через вот такое, что его не выберут, что могут ему сделать больно. Внутренняя борьба, и он себя сдерживает, потому что, видите, он боится. Он боится опять испытать ту же боль, которая была, и он еще об этом помнит, как больно, когда не выбирают, когда манипулируют.
чувствами. Ему это больно. Вот поэтому он и борется, он еще не может пока что открыться. Знаете, он не будет давать о себе вообще никаких знаков, информации. Как-то вот, а потом резко, неожиданно появится. Как-то здесь так. Сначала он не будет действовать, а потом резко приедет, как-то объявится. Сообщение можете получить, что я приеду, свидание какое-то, может быть, встреча. Вот. Но эти отношения как будто для того, чтобы вы что-то поняли в этих отношениях. Он вам дан для того, чтобы вы что-то выяснили, что-то поняли, чтобы в себе покопались. Что, знаете, здесь как будто для того, чтобы, ну да, здесь хорошо, но я хочу другое. Как бы вот, ну вроде бы все нормально, но не мое, как бы вот. Ну это вот. И это для того, чтобы внутрь себя заглянуть и просто честно себе ответить, чего и как вы хотите. Прям не кому-то там. Можете никому не говорить, чисто себе просто скажите. Глубоко внутри, как будто вы знаете уже ответ. Покопайтесь. Покопайтесь, и вы поймете, как, чего вы хотите. Стоит ли на него обращать внимание, вы можете сходить на свидание, чтобы понять. Ну, пофлиртуйте, сходите на свидание, поулыбайтесь, там, не знаю, пообщайтесь. Такое приятное общение у вас возможно, да. То есть узнайте сначала человека, прежде чем понять, ваш этот человек или нет, стоит ли его ждать или нет. Как бы вот, какие чувства. Пообщаться здесь нужно. Пообщайтесь. Ну, здесь лучше, знаете, как общаться. Не смс-ками там, да, вот кто что он там сказал, пишет. Нет. Здесь прям лично встретиться, лично сходить на свидание, где-то погулять, где-то там перекусить, поговорить обо всем. Вот так вот. Романтика должна быть. Не нужно бояться. Вы боитесь, что можете на нем зависнуть, что придется чем-то жертвовать ради него, да, но как бы не стоит. Не стоит. Вы выбор будете делать самостоятельно, в зависимости от своих чувств. Это как бы ни к чему не обязывает. Не обязательно сразу жениться, да, можно пообщаться и понять, что вы можете, например, быть друзьями, просто общаться, да, видите, вы можете найти общие интересы, кстати. Тут уже вам решать, вам решать. Вы примете то решение, которое вы примете, вам понравится. Вы можете принять решение быть вместе, например, да? Да, если вас сильно-сильно потянет друг к другу, вы не будете знать почему. Но это будет обманчивое притяжение, кстати. Подумайте, здесь, знаете, здесь надо общаться, чтобы понять и принять решение. Здесь нужно сходить лично на свидание, чтобы понять, нравится, не отталкивает ли он вас, классно ли вам вместе. И если вы решите, все-таки решите быть вместе после общения личного, да, какого-то времени, да, если вы решите, то здесь нужно будет вкладываться в отношения, здесь нужно будет строить отношения, здесь нужно будет работать над отношениями. Здесь возможны отношения, но нужно будет работать над этим. Не закрываться друг от друга, работать, честно говорить, чего мы хотим, куда мы хотим, какие у нас цели. Потому что если вы не будете говорить, вы будете расстраиваться, что вы не получаете то, что вы хотите. Нужно четко ему сказать, что как вы хотите, чего вы хотите, свои вот эти вот внутренние желания. То есть, например, что вы приемлете в отношениях, что вы не приемлете. То есть он должен это понимать. И он готов принять это, кстати. Это наоборот ему даже в плюс, потому что он будет знать, что вам нравится, а что вам не нравится, что вы любите, как ему нужно действовать, а как не нужно, как вы категорически не примете, да, вот что-то. То есть тут нужно прям честно с ним, он настроен на честность, поэтому просто говорите ему все честно, не приукрашивайте, не так, как вот, что вот я сейчас ему так скажу, чтобы там не показаться, там что-то там как-то, да, чтобы он что-то не подумал. Вот как есть, так и говорите. Я считаю, это нормально, потому что вы уже прошли через отношения, вы уже знаете, чего вы хотите, а чего нет. Но вот как будет развиваться ситуация, зависит от вас. Вот будете вы вместе или нет.
Это зависит от вас. Здесь вы главное в отношениях. Вот здесь так. Вы будете решать. Вы сами решаете. Тут вы сами решаете. Потому что здесь долгий процесс общения и узнавания, хотите или нет. Потому что он тоже боится еще открыться до конца. Хотя он вроде как готов, но он в себе сомневается. У него, когда вот он один, у него такая внутренняя борьба происходит. Он не знает. Потому что, неизвестность. Не знает, что будет. Но как вот мы знаем? Мы же никогда не знаем, когда общаемся с человеком, что и как. Какое. Надо узнать. Доверьтесь интуиции, чувствам своим, когда вы вместе, рядом. Хорошо ли вам, наполняет ли он вас, или вам приходится чем-то жертвовать. И, кстати, если он будет вас наполнять, и он будет идти на жертвы, видите, тут возможно, что возможно союз. Ладно, вы будете закрываться, да. Не рассказывать все, потому что был опыт. Нет, нет. Вас может притянуть. Сходите на свидание, и вы тогда поймете. Тут как-то вот сходите на парочку свиданий, может быть. Как он общается с вами, с другими, везде. В переписке тут сильно много не узнать. Да, сходите погулять, узнайте, какой он в работе, погуляйте. Какой он в разных ситуациях тут. Вы поймете. Потому что только вы знаете, что вам нравится, как вы хотите. Но он для серьезных отношений настроен, да. Хотя он внутренне немножко боится этого. Подсказка на ваш вопрос. Обратите внимание на свое самочувствие. Вот обратите внимание на свое самочувствие. Как вы себя чувствуете, чего вы хотите. Если вы чего-то не хотите, то вы честно можете, правда, ему так как сказать все, что хотите. Но вот только это лучше лично делать, лично. Тут как-то личное общение, чтобы вы поняли, хотите вы вместе, нет, комфортно вам или нет. Вот. Личное общение нужно. Вы можете, у вас может быть хорошее будущее совместно, вы можете жить вместе, не знаю, официально или нет, и романтика в ваших отношениях может быть, да. Здесь главное не обманывать себя, не обманывать и работать над отношениями, честность нужна. Вот так, спасибо, Ольга, за ваш вопрос. Сейчас посмотрю донатики еще. Все, донаты все ответила. Если нужны подсказки, пишите подсказка. Потому что подсказки я уже, наверное, не потяну. Уже. Вот. Пишите подсказка, кому нужна подсказка. Скоро Новый год. Я в прошлом году делала предсказания, да, вот эти вот на год. Новогодние. Не знаю, буду ли делать в этом году. Посмотрим. Посмотрим. Так. Кому еще нужны подсказки, пишите. Еще, знаете, здесь вот не знаю кому, но вот кто-то, кто смотрит, наверное, тут вот еще нужно понять, что человек, он сам может все в своей жизни. То есть здесь нужно взять ответственность за жизнь на себя. То есть не нужно ждать от кого-то помощи. Нужно делать все самостоятельно. И тогда вы сможете себе открыть дверь к счастью, благополучию, видите, к достатку, к изобилию. Только нужно взять всю ответственность в свои руки. То есть понять, что никто вам не поможет. Если поможет, то хорошо.
Но здесь нужно вам взять все в свои руки. То есть, когда вы покажете, что я все сама могу, я отвечаю за свои поступки, я все сделаю, то перед вами открывается дорога к счастью. С вами еще кто-то будет, тот, кто, ну, с кем вы будете очень счастливы. Это очень такой близкий, родной человек. Смотрите, здесь даже и успех, и благополучие, и вообще и семейная жизнь, и дети, кто что хочет здесь. Да, только нужно выходить из этих эмоций, когда лениво, когда неохота, когда себя жалко. Да, вы уже переросли это, уже надо идти дальше. Даже если кому-то сделали больно, выбрали не вас. Нужно понять, что тут дело не в вас, а в другом человеке. В общем, здесь нужно найти силы, чтобы идти дальше, заняться тем, что вам интересно, и идти дальше. Фокус на себя. Подсказки все, наверное, да? Все послушали подсказки уже, смотрю, больше никто не пишет. Тогда мы будем заканчивать эфир. Эфиры у нас по субботам 21:30 по московскому времени, но сейчас уже еще раньше эфир начался, поэтому нажмите на колокольчик, потому что бывает так, что раньше эфиры, или позже, или раньше, в зависимости от разных ситуаций жизненных моих. Вот, поэтому нажимайте на колокольчик, подписывайтесь, когда будет эфир. Те, у кого колокольчик, срабатывает там какое-то оповещение, и вам придет сообщение, что эфир начался. Сможете прийти и забрать себе подсказочку бесплатно, если напишите слово «подсказка» в комментариях. Ну все, буду вас обнимать. Обнимаю, целую. Увидимся с вами на следующей неделе. Желаю вам классной недели. Все будет хорошо. Все, буду заканчивать эфирчик. Сейчас только выйду туда, куда надо. Благодарю вас всех. Всем спасибо.